прошлой неделе я отпраздновала свой день рождения, и на самом деле я до последнего не могла понять, а как вообще хочу провести этот день. Просто знала, что это должно быть где-то вдали от дома и где-то на природе. И идеальным решением оказалось отправиться на ферму к альпакам. Это очень милые, удивительные в наблюдении животные. Я их первый раз видела, и шерстка у них очень-очень мягкая. В общем, остались замечательные впечатления, и от своего дня рождения я была довольна. Тю, привет. Кроликов в этот день мы тоже не обошли стороной. У меня какая-то Шустренько ты. к ним особая любовь. У меня очень много атрибутики с кроликом, и не всегда я ее специально покупаю. Ну и так как у меня прошел день рождения, у меня появились новые книжечки. Какие-то я сама себе купила, какие-то мне подарили. И вот первая книга, которую я распаковываю, «Бает», книга «Обладать». На самом деле, эту книгу я уже прочитала в электронном варианте, и она мне очень зацепила своей какой-то трехуровневой глубиной, где есть и мифология, и геройский сюжет, и такое обыденность с персонажами. Вот, я решила просто ее купить, эту книгу, в коллекцию, потом перечитывать, разбирать на цитаты, символизм. Книга просто полностью ей напичкана, и в дальнейшем будет она с каждым разом раскрываться все больше и больше. Следующие две книги просто шикарны в своем оформлении, и я их тоже когда-то читала и даже переслушивала. Это мой любимый, наверное, роман, и я в скором времени тоже его перечитаю. В общем, это «Граф Монте-Кристо» Дюма. Прекрасное произведение. Единственное, что я не смотрела экранизации. Как-то начинала, но не досмотрела. А вот книги я с удовольствием потом перечитаю. И третья история, которую я не ожидала, в принципе, ее покупать. Просто мне хотелось что-то красивое, что-то из новинок с цветным срезом. И вот оказалось, это книга «Берлингтон Сквер 23». Я не читала этого автора, вроде как это детектив. Есть еще в серии и более ранняя выпущенная книга, тоже с таким красивым цветным оформлением от автора. И, в общем, посмотрим. Если мне эта книга зайдет, я, возможно, и приобрету первую. Теперь поговорим о книге, которую я недавно прочитала. По ней же я сделала страничку в своем читательском дневнике. Мне как-то захотелось оформлять книги, хотя раньше этого не делала. И вот пока что не надоедает. И книга — это «Тайна поместья Эберли». Очень удобным в оформлении является использование принтера такого ручного. Можно применять и самоклеющуюся бумагу, и разноцветную бумагу. Но я в целом подбираю просто под цвет обложки книги, которую я прочитала. В данном случае это, был синий цвет. Не всегда получается распечатать четко с первого раза, поэтому приходится делать несколько дублей. Итак, о чем же эта книга? На LiveLib я уже разместила рецензию. И знаете, бывают книги, где эмоции после прочтения тебя переполняют, и хочется говорить о ней и говорить. А бывает, когда и книга вроде бы хорошая, и сюжет интересный, а сказать-то особо и нечего. Вот «Тайна поместья Эберли» как раз из второго варианта. Пройдемся немножко по сюжету. Молодая, смышленая Айрис Бирн устраивается работать в поместье Эберли библиотекарем. Задание у нее — перебрать все книги библиотеки, а она в поместье не маленькая, и сделать опись всех книг.
И в случае обнаружения чего-то такого необычного, ей следовало обратиться к хозяину того самого поместья. И, конечно же, молодому и красивому. Но книга не об этом, к сожалению. Так вот, все бы ничего. Но у поместья Эберли есть своя тайна. 6 лет назад неожиданно исчезла при таинственных обстоятельствах предыдущая хозяйка, писательница Клементина Вентворд. И наша героиня Айрис, осматривая очередную книгу, находит старую страничку, предположительно вырванную из дневника писательницы. И вот так, ниточка за ниточкой, наша Нэнси Дрю самолично раскрывает эту тайну и восстанавливает по событиям день исчезновения писательницы. Конечно, параллельно за дело взялись полицейские. Они вначале с пренебрежением относятся к ее теориям, но, как по мне, без Айрис дело они, конечно, бы не раскрыли. В целом история читается очень легко. По тексту прям плывешь. На несколько вечеров можно себя, конечно, занять, но не более. Я книге поставила 4 звезды из 5. Я, конечно, не знаю, можно ли назвать книгу уютным детективом, но особого трэша или жесткости какой-либо я не увидела, как это бывает в данном жанре детектива.
Я благодарю вас за комментарии, за лайки, за просмотры. Надеюсь, видео вам понравилось. До встречи в новом видео.